Поучительно познакомиться с документальными данными, собранными в серии интервью MTV Rockumentary с ведущими группами рок и поп-музыки. Здесь со всей очевидностью можно наблюдать саморазрушающий образ жизни ведущих лидеров рока. Злоупотребление наркотиками, половая распущенность, алкоголизм, нигилизм, бунтарство, анархизм, увлечение оккультизмом и сатанизмом. Рок, секс и наркотики – вот так вкратце описывают свой образ жизни музыканты. Многие из опрошенных звезд мечтают жить в сказочном мире несметного богатства и согласны умереть молодыми в расплату за полученные ими блага. Это становится очевидным при ознакомлении с некрологами звезд шоу-бизнеса. Многие из них умерли от алкоголизма, принятия наркотиков или покончили жизнь самоубийством. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Многие согласятся с тем, что вред современной рок- и поп-музыки с их агрессивными ритмами и мощным звуком очевиден. Но как же насчет классической или мягкой электронной музыки? Ведь есть множество исследований, показывающих, что такая музыка благотворно влияет не только на человека, но и на рост растений, и даже повышает удои молока у коров. Мало того, существуют люди, считающие такую музыку божественной или боговдохновенной. Что касается влияния музыки на рост растений, то при исследованиях использовалась музыка с частотой в 5000 Гц, которой добавляли звук пения гигантского сверчка. Что интересно, звуки птичьего пения также обладают частотой в 5000 Гц. Для того, чтобы вырастить хороший урожай или получить больше молока, не обязательно включать классическую музыку. Достаточно использовать пульсирующие звуки с определенной частотой. Действительно, спокойная и мелодичная музыка может вызывать у человека замедление дыхания и пульса, понизить кровяное давление. Но это происходит из-за того, что большинство произведений этого стиля имеют идеальный ритм – 60 ударов в минуту, что соответствует биению сердца. Такого эффекта с таким же успехом можно добиться, просто спокойно похлопав в ладоши. Попросите любого ребенка сделать это, и он, даже не осознавая, выберет ритм, соответствующий ритму биения его сердца. Любая мать, укладывающая своего ребенка спать, интуитивно напевает при этом спокойную и мелодичную колыбельную. Но даже если спокойная классическая музыка благотворно влияет на физиологические процессы в организме, то благотворное влияние музыки на сознание человека не подтверждается никакими исследованиями. Наоборот, немецкие ученые в ходе исследования, которое проводилось по заказу Министерства образования и науки Германии, пришли к выводу, что пассивное прослушивание классической музыки не приводит ни к краткосрочному, ни к постоянному повышению интеллектуальных способностей. Исследование проводилось группой экспертов, в которую вошли нейрофизиологи, психологи, педагоги и философы. Все соавторы работы имели музыкальное образование. По словам ученых, им не удалось найти каких-нибудь веских подтверждений реального существования так называемого эффекта Моцарта, понятие, которое появилось с легкой руки американских исследователей в начале 90-х годов. Тогда в результате небольшого эксперимента группа сотрудников Калифорнийского университета пришла к заключению, что 10-минутное прослушивание произведений великого австрийского композитора значительно повышает скорость решения задач на пространственное мышление. Несмотря на то, что заключение американских ученых вызвало сомнения, очень быстро стали распространяться публикации, посвященные эффекту Моцарта, а само понятие превратилось в безотказный маркетинговый инструмент музыкальной индустрии. Теперь пару слов скажем о божественности классической музыки. Корни этой музыки и вправду идут из церковных богослужений католических христиан.
Так, например, Иоганн Себастьян Бах сочинял музыку для церковного органа. Но это еще не говорит о том, что его на это вдохновлял сам Всевышний. Всем известно, насколько далеко ушли христиане от истинного учения Иисуса, особенно католики, привнесшие в религию столько нововведений, что до сих пор их не могут простить более консервативные православные христиане. Известно, что до середины XVII века на Руси по указу государя изгоняли музыкантов, сжигали гусли, гудки и прочие музыкальные инструменты. А в это время европейское музыкальное искусство стремительно развивается. Уже в XVIII веке, в веке музыки, появляется соната композитора Джузеппе Тартини с недвусмысленным названием «Дьявольские трели». Композитор сам рассказывал о том, как бес, явившись ему во сне, сыграл на скрипке пленительную мелодию. Австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, страдавший гипоманиакальным синдромом, мог по несколько дней находиться в плену радужных бредовых иллюзий, когда его переполняла энергия. Кстати, большинство своих произведений Моцарт писал на заказ для избалованной роскошной жизнью аристократии, а не из-за любви к Всевышнему. Настоящим сатанистом в истории музыки, обольстителем, подвигнувшим музыку на служение всем страстям, стал великий скрипач и гитарист Никколо Паганини. Паганини впервые в истории музыки сделал исполнение сольных концертов захватывающим феерическим зрелищем. Для публики своего времени он был чародеем, как для наших современников летающий Копперфильд. Перед маэстро преклонялись, его превозносили и боготворили. Души избалованных европейских меломанов XIX века упивались звучанием его скрипки, получая, можно сказать, эротическое наслаждение. Жажда наживы и сенсации, а не служение Богу, руководила жизнью музыканта-виртуоза. Вся жизнь и смерть Паганини были окружены невероятным количеством скандалов и судебных разбирательств. Даже земля не принимала тело музыканта. По некоторым данным, его пытались 18 раз перезахоронить. Венгерский композитор Ференц Лист сотворил с роялем то, что Паганини сделал со скрипкой в руках. Через творчество Листа сатанинский мир, уже нисколько не маскируясь, стал быстро заполнять восторженные умы и сердца слушателей. Список произведений, написанных им в разные годы, показывает, как далеко продвинулся музыкант на этом мрачном пути. Сочинения «Орфей», «Прометей», «Пляска смерти», ряд демонических этюдов, «Мефисто-вальсы», симфоническая поэма «От колыбели до могилы», опера «Фауст» и так далее. Названия этих произведений не так уж сильно отличаются от названий современных песен рок-музыкантов. Но больше всех на этом бушующем адском поприще продвинулся Александр Скрябин, написавший такие произведения, как «Поэма огня», «Поэма экстаза», а также поэмы для фортепиано «Трагическая», «Сатаническая» и «К пламени». Скрябин, хотел он того или нет, послужил музыкальным предтечей русской революции. Все его творчество было пропитано идеями самоутверждения, богоборчества и сметающего все на своем пути революционного экстаза. Последние годы жизни Скрябин работал над созданием грандиозной мистерии, задуманной им как синтез всех видов искусства – музыки, поэзии, танца, архитектуры, цвета и света. По замыслу композитора, все человечество должно было слиться в экстазе и исчезнуть в пламени, возрождаясь в новой, бестелесной форме. Но сам Всевышний не дал закончить это главное дело его жизни. Смерть композитора, обладавшего крепким здоровьем, из-за фурункула на губе потрясла его современников. Для тех, кто до сих пор считает, что классическая музыка целомудренна и высокодуховна, можно привести пример из творчества одного известного русского композитора. Так называемый третий концерт Рахманинова – это самое сложное произведение. Музыканту для того, чтобы его исполнить, надо пережить всплеск чувств, эмоций. Многие музыканты просто сходили с ума при исполнении этого сатанинского произведения. Классическая музыка, как и любая другая, не может быть средством приближения к Богу. Достаточно посмотреть внимательно на тех, кто эту музыку сочиняет и исполняет. Ведь не секрет, что сегодня, приводя ребенка в музыкальную школу, родители мечтают не о поклонении единому Создателю, а о славе вундеркинда, о сцене, заваленной букетами цветов, и восторге восхищенной публики. А ведь именно это, по существу жалкая идея, обычно становится жизненной сверхзадачей наших маленьких музыкантов.
Проходит не один десяток лет изнурительного труда, успехов и разочарований, прежде чем повзрослевший вундеркинд вдруг осознает, что стал игрушкой в руках всемирной мафии бизнесменов, специализирующихся на эксплуатации музыки.